Это было весной, в апреле, в канун 50-летия Ленинского субботника. И хотя на внеочередном заседании завкома разговор шел о почине важном, предвидеть такой стремительный отклик за пределами Челябинского металлургического завода было просто невозможно. Сначала, как и положено, выступила заводская многотиражка. А через несколько дней о Панфиловском заговорили металлурги Урала, вся страна. Всех интересовало, кто он, Иван Панфиловский. «15 лет, почти полжизни езжу этой дорогой, а она не убывает. Хорошая, работящая дорога. На работу ездим вместе с женой Светланой. Мы с ней в одной смене на крановщицу прокатного стана. Я тоже был когда-то таким. Им теперь легче. 2 полных года науки. А из нас, ФЗУшников-столеваров, делали за несколько месяцев. Наша 9-я готовится к выпуску. Это я по дымку над трубами определяю. На 7-й завалка. Значит, скоростную дали. Жмут ребята, на пятки наступают. Это хорошо. Идет битва за юбилейную. А вот Володя Абдаладзе. Отличный столевар. Из Рустави приехал и остался, как и я, на Урале. У него всегда полный порядок. Девятая. Панфиловского к начальнику цеха. Панфиловский, вас вызывает Алым. Что это? Неужели опять задержка с шахтой? Нет, похоже, разговор здесь не о шахте. Виктор. А рядом мой трамвайный знакомый. Так и есть первая смена у парня, но при чем тут я и Михайлов? А, все понятно, Федор Александрович. Значит, решили забрать Михайлова в столевары. Виктора, моего первого подручного, в которого я каплю за каплей вложил весь свой опыт, всего себя. Забрать лучшего помощника в такой момент. Не согласен, сейчас так и скажу. А если Алым вспомнит, как он еще, будучи мастером, помогал мне стать столеваром, как нянчился со мною, воспитывал... Идем, Толя. Идем, незнакомый-то мой человек с короткой фамилией Мудрик. Посмотрим, чему вас учили в Магнитке. Вот твои новые товарищи. Валентин Новицкий, твой напарник, но только на 1 день. Завтра он встанет вместо Жени, а ты займешь его место. Евгений Ковригин. Сегодня он еще 2-й, а с завтрашнего дня будет 1-й подручный. Присматривайся, Толик, лови все на лету. Сам понимаешь, сейчас нам нельзя терять ни тонны стали. А это наша 9-я. Мартеновка, моя судьба. Иногда мы остаемся у печи втроем. Особенно часто это бывает во время экзаменационных сессий, когда на соседних печах не хватает людей. Мы посылаем на помощь нашего Валентина. Он уходит в бригады, с которыми мы соревнуемся, которые стремятся нас обойти, но мы отправляем его, потому что иначе нельзя. Так надо.
Когда-то я мечтал стать пилотом, учился в Днепропетровском летном, поехал к сестре в гости в Челябинск, да так и остался. Остался по-башкирски Колды. Колды, так называется это озеро. Никогда не забуду весну 1964 года. Я тогда был самым молодым участником всесоюзного совещания сталеплавильщиков. В зале сидели прославленные стальвары, виднейшие ученые и металлурги. Как я тогда волновался. Думал об одном, как бы не подвести, не опозорить честь нашего завода, нашего цеха, нашей 9-й печи. На плавку дружбы ко мне в подручные вызвались знатные стальвары страны. Казах Арген Жунусов, магнитогорец Павел Иванович Фадеев, герой социалистического труда, Александр Тихонович Лобода из Запорожья. Срабатывались на ходу. Сталь сварили точно заданной марки, плавку выдали в рекордное время. А в конце юбилейного 67-го наша бригада завоевала почетное право варить 100-миллионную тонну советской стали. Взят 100-миллионный рубеж, рапортовали мы в конце Нового года. Значит, вы собираете металлолом, а мы из него в день рождения Ильича варим юбилейную сталь, хорошо? Девятое. Панфиловского к телефону. Иван Никитич, вас вызывает Московское радио. Слушаю. Здравствуйте, Иван Никитич. С наступающим днем металлурга. Спасибо. Как у вас идут дела? Дела идут хорошо. Свое слово дать к столетию Ленина 1000 тонн сверхплана уже выполнили. Работаем в счет юбилейного 70-го года.